Ребят, всем привет! Мы летим сейчас в Италию, в Венецию. Но не в такую Италию. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. А вот в такую. Позzo ди Fassa входит в состав Валь ди Фасса. Это курорт горнолыжный в Доломитовых Альпах, и в его состав входит 13 горнолыжных деревушек. Мы летим из Бухареста в Венецию. В небе мы будем приблизительно 2 часа и уже ранним утром приземлимся в Венеции в аэропорту Тревиза. А дальше мы погрузились в небольшой минивэн, и наш путь лежит в один из самых красивых регионов Италии – Доломитовые Альпы. У нас первая остановка. И мы уже в Доломитовых Альпах. Доломиты или начало Альп – горная цепь высотой до 3500 метров на севере Италии. Они входят в списки самых красивых мест на планете, которые нужно посетить хотя бы раз в жизни. Самая высокая гора здесь – Мармолада, ее высота 3342 метра. Эта вершина даже летом покрыта снегом. Троп и маршрутов в Доломитах множество. Мы уже поднялись очень высоко в горы и скоро будем возле нашего отельчика. Жить мы будем здесь, в Позzo ди Fassa, маленькой горнолыжной живописной деревушке. Городок очень маленький, в нем всего около 1800 жителей. Карта спусков, будем разбираться, что и как. Река, но я вам хотела показать не это. Посмотрите, как он припарковался. Сегодня мы были в дороге, всю ночь не спали, кататься не будем, только приехали. Пришли узнать насчет цен на ски-пассы, на прокат лыж, а завтра уже весь день наш. Надеюсь, будет такая же погода солнечная, как сейчас. Вот такой подъемник пополз медленно наверх. Тая хочет кататься сегодня, да? Да, но мы не поедем. Мы заселились в наш отельчик. Маленький скромный номер. Покажу вам сейчас вид на горы. Опа. Есть балкон. Класс. Мне нравится. Вообще мне нравится этот городок. Он такой какой-то красивый. Маленький и красивый, горный. Летний сезон здесь длится с середины июня, когда в горах тает последний снег, до середины сентября, когда снова холодает. Это подъемник прям видно отсюда. Трасса точнее. Угу. Сейчас низкий сезон, лучшее время для лыжников. Мы решили сейчас пойти в термальные источники. Термы Доломиты, они буквально в 600 метрах от нашего отеля. Погода солнечная, там есть открытые бассейны, есть термальный комплекс, спа-комплекс внутри, есть сауны. Идем посмотрим. И не думайте, что погода все 4 дня будет такая. Да, завтра мы посмотрели, по прогнозу должен быть дождь со снегом. Вот вход. Ну что, зашли, мы узнали цены. 65 евро с человека стоят термы Доломиты за 5 часов. Но есть одно но. Детей до 14 лет не пускают. Вообще нет детской зоны. Умеет, не умеет плавать, никого не волнует. И я расстроилась, что я ее оставлю здесь
Сидеть на солнышке как-то тоже не вариант. Поэтому, наверное, сегодня мы сюда не попадем. Хотя я очень хотела. И вот здесь вот оставлю вам фотографии, как выглядят термодоломиты в солнечную погоду. Открытый бассейн красивый. Есть еще вторые термальные источники в этой деревне, но... Не в этой деревне, они в да. соседней, да, 8,5 километров отсюда. Сейчас узнаем, может быть, возьмем такси, поедем туда, съездим. Там вроде как с детьми можно. Мы сидим на остановке, это, видимо, скамеечка для пенсионеров, чтобы вот так они сюда залазили и ждали маршруточку. А мы хотим уехать в соседнюю деревню альпийскую, чтобы наконец-то попасть в термальники, чтобы ребенка тоже пустили нашего. Сидим, ждем шаттл-бас. Между деревнями курсируют автобусы. Расписание скибасов вот здесь, но я тут нифига не понимаю. Автобуса мы не дождались, и нас подвез добрый земляк. Смотрите, какая ледяная глыба в реке, намерзла просто. Ее сделали, скорее всего, потому что из-под нее торчат доски. А вот этот термальный комплекс, он огромный такой в горах тоже. Ну все, мы наконец-то сюда попали. Таю пустили, детей немного. Вот такой вот внутренний бассейн есть. А мы идем на улицу. Выплывай на улицу. Здесь тоже такая система, что нельзя снимать видео внутри. И нельзя фотографировать. Да, папуль? Мама, нет, я не хочу шапку. Нас сейчас отсюда выгонят, наверное, потому что нельзя снимать видео. Но я вам немножко этого бассейна покажу. Хорошо? Шикарный здесь бассейн, просто очень классный. И погода, нам так сегодня повезло с погодой. А Тая уже на горках, все, мы ее потеряли. Шапочки — это обязательное условие, без них нельзя. Сразу бежит охранник, руками машет, из бассейна вы выходите. И вот там приходится быть в них. И еще телефоны тоже нельзя. Нельзя, в принципе, ничего. Только можно размеренно плавать. Вот. Но здесь очень красивый вид, и мне здесь нравится. Все, быстро очень солнце зашло за эту гору и стало вот так. Эта дурацкая шапочка, это просто какой-то кошмар. Я не знаю, зачем они заставляют ее надевать, если все равно все эти волосы торчат. Ну, как для меня толку от нее никакого. Классно. Вот температура в этих бассейнах не горячая, такая приятная, теплая. Я думаю, что градусов, наверное, 32, не больше. Да нет, 29, я думаю, ну поменьше, мне кажется. Как горки. Нормально, она там одна, правда? Вытащили Таю с горки буквально на 5 минут, чтобы в бассейне поплавала с нами. А это зоны релакса и ароматерапии. Оно само качается. Мне надо дома такую штуку. Ну что я хочу сказать, цены здесь намного приятнее, чем в термодоломиты. 17 взрослый, 9 ребенок и 3 евро шапочка. А там 65 евро с человека, со взрослого вход, плюс нельзя детям. Вот. А здесь детские зоны очень классные, детский бассейн и плюс шикарный вид на горы.
это место однозначно лучше. Локацию на него я вам оставлю в описании под этим видео. Есть еще вот такой водоворот с огромным сильным течением, и самостоятельно, без чьей-либо помощи, вылезти отсюда просто невозможно. Нужно ждать, пока оно остановится. Сели мы в скибас и едем куда-то ужинать, ближе к нашему отелю. Мы наконец-то добрались поужинать в ресторан. Заказали какао, а оказалось, что это обычный шоколад растопленный. Да. Картошечка со свининкой. Это блюдо мы не заказывали, она нас не поняла и все равно его принесла. Это что-то такое страшное, ребра свиные, да? Да. Понятно. Спагетти болоньез, тай, похоже на мивину китайскую. Я тоже в меню не смогла найти ничего другого, кроме как макарошек, паста, не знаю с чем, с каким-то соусом, не могла понять. И еще мы заказали поленту, это кукурузная каша с какой-то мясной подливкой. Она мне тоже внешне не нравится. В общем, я понимаю, что я сегодня останусь голодная. Ну, приятного аппетита. Выбираем лыжи. Вот в таких скибасах передвигаемся между деревушками и сейчас едем к подъемнику. Очень удобно. Ну что, самое дорогое это лыжи и скибасы. Получается 184 евро на троих у нас выходит в сутки. Все вместе. Но у нас скибас с 12:30 дня до 5 вечера. Еще есть вариант кататься с 8:30 утра до 12:30. Но мы так рано не встаем. Мы в это время спим, смотрим какое-то кино, завтракаем. Ну, с обеда оптимально, я считаю. Но также здесь есть еще ночное катание. Оно идет после 5 вечера. Посмотрим. Может быть, в какой-то из дней тоже мы попрактикуем. Ждем наше время. Тут уже вон скорая приехала для кого-то. Ну, по скипасу, что я хочу сказать. Оборудование делится на 3 категории. Бронзовое, сильвер и голд. То есть, естественно, самое дешевое, среднее и золотое. То есть бронзовое не рекомендую брать. Цена вместе с ботинками 20-25 евро в сутки. Вот. Серебряный сильвер от 25 до 32 евро в сутки вместе с ботинками. Ну и голд это для профессионалов, конечно, там лыжи премиум качества от 32 до 40 евро в сутки вместе с ботинками. Шлемы идут отдельно по 2 евро в сутки. Но что я хочу сказать, любой группы лыжи, они все после каждого проката, каждый день у них стоят автоматы по заточке лыж и почистке. Что в принципе для человека, который средне катается, сильвер категория идет идеально. Сегодня по прогнозу должен быть дождь с снегом, но я смотрю, уже там что-то затягивает сверху. Может быть, будет много снега. Вот. И солнце сегодня не предвидится, но нам не важно. Мы одни едем. Да, вот в такой гондоле. И мне казалось снизу, что так медленно она поднимается. Но на самом деле быстренько. Здесь в каждой деревушке разные подъемники. Есть креселки, есть вот такие гондолы. На Мармаладу, на самую высокую гору, может быть, в какой-то из дней мы поедем. Там есть гондола, около 100 человек туда помещается. Представляете, какая огромная? В Валь-ди-Фаса такое огромное количество различных подъемников, гондол, что все их сосчитать просто нереально. И даже если вы отдыхаете здесь месяц, вы не успеете физически объехать все спуски. Мы уже поднялись на высоту больше 2000 метров. Снег идет, солнце где-то есть. Холодно сегодня. Як то можна так хотіти, щоб усі чекати знай, поки свічка буде горіти, поки мила не свята. Я так мрію за тобою, як ніколи ніхто не
Здесь в некоторых шаттлах есть такая штука для лыж. В пол вот сюда их вставляешь, палки, лыжи, и очень удобненько. Да, я видела. Идем туда. Смотри, как красиво. Скоро 5 часов, и мы уже будем съезжать вниз. Скоро стемнеет, за ночное мы сегодня катание не платили. Будем отдыхать, идти ужинать куда-то. За 3 последних года я сегодня так страшно свалилась. Первый раз на черный. Хотела Генину лыжу спасти. Он съехал, тоже упал, и лыжа осталась. Я подъехала, хотела ее поднять. И в итоге мои лыжи отстегнулись. И я на попе, на вот этих штанишках, проехала вниз, наверное, метров 200. Вся мокрая. Вообще ужасно. Никогда так не падала сильно. Ну не больно, слава богу. Я уже на этих склонах сегодня заблудилась. Карта есть, но мы уже не понимаем, где мы находимся, потому что их огромное количество, этих трасс. И всего, если взять Доломиты, длина трассы получается 1800 километров общая. Это очень много. Поехали! По пути вниз нам встретилась вот такая одинокая церковь. Холодно, я уже подмерзла, щеки горят. Буду вот такая красная вечером. У нас привал, устали. У меня нога болит, колено мое. Сейчас зайдем в бар чуть-чуть, 15 минут и вниз. Завтра мы будем кататься в другом месте. Хочу поехать в Мэну. Это соседний поселок в 6 километрах отсюда. И завтра должно быть солнце. За 3 евро с человека вот такой вот паровозик развозит всех по отелям. Мы сегодня ужинаем настоящей итальянской пиццей. У меня капричоза, прошута, а у Таи маргарита. Она очень любит маргариту. И видите, как у них подают пиццу. Ее не разрезают абсолютно. Мы должны это сделать сами. И цены, кстати, на пиццу очень-очень такие бюджетненькие, что удивительно. Вот так, давай я тебе помогу сейчас, хорошо? Мы увалились на кровать и смотрим в окно.